М. О, спасибо за чай. Да, я пытаюсь свести воедино всю информацию, которую мы смогли получить. И пока вопросов все еще больше, чем ответов. Да, устройство отказывается работать, когда я пытаюсь найти информацию об этом таинственном создателе. И Кэя, и предвестники упоминали его в тех фрагментах, которые мы успели увидеть. Помимо этого, меня все еще беспокоит Даторе. Ты хорошо меня знаешь, правда? Меня действительно уязвило его снисходительное отношение. Как и тот факт, что гордыня и пренебрежение сделали меня слепым. Я мог начать что-то подозревать гораздо раньше. Мы вели переписку несколько лет, и я упустил огромное количество деталей, по которым мог бы заранее понять, кто присылает мне специи и чай. Да, нам повезло, что они не были отравлены. Нет, новых писем не поступало. Видимо, тот разговор был последним. М? Он? Настроен дружелюбно? Что-то заставляет меня сомневаться в этом. М. Да, Кли и Рубеда уже в Фонтейне, насколько мне известно. Они благополучно добрались и разместились. Кажется, Кли там нравится. Да, и Рубеда тоже. Как же я соскучился по драконьему хребту. Кэя, привет, старый друг. Встань позади меня. После морозов снежной этот холод кажется совсем незначительным. Хотя он и раньше меня мало беспокоил. Что тебе нужно? Не беспокойся, Альбеда. Я не причиню вреда ни тебе, ни ключу. Ключу? Я имею в виду то прекрасное создание, которое прячется за твоей спиной. Объясни, что ты имеешь в виду. Я пытаюсь, Альбеда, но острие твоего меча слегка затрудняет наш диалог. Опусти оружие. Я тебе не враг. М. Ты правда думаешь, что это не опасно? Я слушаю. Если честно, мне горько видеть такую перемену в отношении ко мне. Неужели ты думаешь, что я могу быть опасен? Я знаю, что ты можешь быть опасен. К тому же, ты теперь один из предвестников Фатои. Разумеется. Что ж, раз ты не предлагаешь мне чай, думаю. Посмотри-ка, Альбеда. Твой партнер гораздо заботливее тебя. Почему ты? Да, он действительно мой друг. По крайней мере, был им раньше. Я присяду, если вы не возражаете.
Хорошо, я займусь чаем. Можешь начинать. Я не удивлен, что ты так негативно настроен к предвестникам Фатуи. Но что, если я скажу тебе, что царица и ее подданные тратят столетия на то, чтобы найти способ спасти Тейват? Вы уже знаете, что он находится на пороге гибели, верно? Ах, из моих уст. О, вы использовали это чудесное изобретение Рейндотер? Точно. Не думал, что оно такое огромное. Я молчу, потому что пытаюсь проанализировать его слова. Кэя — искусный лжец. Как ты можешь доказать, что говоришь правду? Судя по всему, вы оба уже видели доказательства. Верно? Я говорю о тех голограммах, которые вам могла показать эта чудо-машина. Надеюсь, что в тех фрагментах я был сдержан, а не плакал, как ребенок. Значит, вы не увидели меня в моменты слабости. Хоть что-то хорошее. Как давно ты работаешь на Снежную? Очень давно. Разве ты не знал об этом? Я знал только о том, что ты связан с Орденом Бездны. И это казалось мне безобидной связью, но... Снежная ассоциируется с угрозой, верно? Верно. Сейчас я не знаю, могу ли доверять тебе. Из нас двоих ты угрожал мне мечом при встрече. Не забывай. Да-да, прекрасное создание. А, это... Вас называю ключом не только я. Вы являетесь очень важной фигурой в плане Создателя. Кстати, об этом. Кто он такой и в чем его цель? Он тот, кто больше всех заботится о судьбе Тейвата. Он создал его. Это очень общая информация. Я знаю. Но ты можешь получить ответы от него лично. Он тоже в Манштате? Нет, он Снежной. Я приглашаю вас обоих отправиться туда вместе со мной. Вы точно подметили. Это действительно главная цель моего визита. А если мы не согласимся пойти с тобой? Во-первых, это будет крайне неразумным решением. Вы хотите получить информацию, и только он может вам ее дать. Во-вторых, в таком случае мне придется применить силу, и приглашение превратится в похищение. Выбор за вами. То есть его нет. М. Ты хочешь пойти с ним? Но почему? М. Верное решение. Ладно. Мне все равно это не нравится. Я понимаю твои чувства. Просто, пожалуйста, доверься мне еще раз. Прошу за мной. Это всего лишь разработка господина Доторы, построенная на основе технологий Сумеру. Портал использует пространство бездны, чтобы разрезать материю мира и преодолевать большие расстояния за считанные секунды. Это безопасно. Действительно, это быстрее, чем добираться по воде или поездом.
После вас. Я рядом. Не бойся. Я боюсь больше тебя. Возможно. Здесь так темно. Уютно. То, что ты чувствуешь себя спокойно здесь, обнадеживает. Но почему именно как дома? Господин, сказитель, гости доставлены в целости и сохранности. Хорошо, ты можешь идти. Надеюсь, что это путешествие не заставило вас нервничать сверх меры. Вы и есть тот самый Создатель, о котором все говорят. Все верно. Это я. Вы Камисата Аята? Почти. Камисата — это фамилия, под которой я живу в этом мире уже многие годы. Меняется лишь имя и иногда мое положение в обществе. О, в некоторых ситуациях лучше скрывать свою истинную личность. Особенно, когда приходится иметь дело с Селестией. Я рад снова встретиться с вами, мое дитя. Кто вы такой? Ваш друг и ваш. Можно сказать и так. По крайней мере, я не обижусь, если вы решите назвать меня отцом. Позвольте представиться. Меня зовут Отто. Отто Апокалипсис. И я действительно являюсь создателем этого мира. Приятно познакомиться. Я думаю, что у вас масса вопросов ко мне. Прошу вас, давайте примем более удобное положение. Мне бы хотелось обеспечить вам комфорт. Разговор будет не из легких. Итак, я готов рассказать обо всем, что вас интересует. Да, вы можете спрашивать все, что хотите. Нет, я не являюсь вашим биологическим отцом. Вы появились на свет вместе с этим миром. Вы часть Тейвата и часть меня. Когда я открыл глаза в тогда еще невинном и чистом Тейвате, на моих руках лежал младенец. Верно. Это были вы. Вы были в тяжелом состоянии. Я очень испугался. Испугался ответственности и испугался за вас. Но желание сохранить вашу жизнь было сильнее страха. Я передал вам часть своей жизненной энергии, а позже, когда вы начали расти, стал вашим донором крови. Нет, это не было каким-то священным ритуалом. Просто вы были очень болезненны в детстве. Вы унаследовали от меня долголетие и, как я вижу, мою природную мудрость, а также милосердие. Это звучит крайне фантастически. Поверьте, я был удивлен не меньше вашего. В моих планах никогда не было становиться отцом. Или хотя бы опекуном. Еще раз.
А почему? Почему вы называете свое дитя ключом? Потому что вы, мое дитя, являетесь ключом к спасению Тейвата. Прошу вас, конкретизируйте. Нам хватило общих фраз во время разговора с Каей. В таком случае мне придется начать свой рассказ с самого начала. Мир, в котором я родился и вырос, находится под влиянием особой силы. Ее называют Ханкай. Воля Ханкая подвергает человечество испытаниям, смертельным испытаниям, к которым оно не всегда готово. Я пошел на сделку с этой силой, если не вдаваться в подробности. Ради чего? Разумеется, ради спасения человечества. Я пожертвовал своей жизнью ради этого. Вернее, я пытался. Но так вышло, что та сила, с которой я успел стать единым целым, не позволила мне умереть. Я открыл глаза уже в Тейвате. Вы говорите о Селестии? Почему тогда вас называют Создателем? Нет, Селестия... Селестия — это вирус, проказа, которую я пытаюсь искоренить. Тейват был создан мной случайно. Из последнего яркого желания хотя бы одним глазком увидеть человечество счастливым. Да, верно. Селестия — это паразит. Системная ошибка. Селестия появилась гораздо позже создания Тейвата, в котором царила гармония. Но воля Ханкая добралась до него. Видите ли, Селестия является той силой, которая помогает воле Ханкая распространяться. А архонты — наместники Селестии. Пастухи, следящие за тем, чтобы поглощение проходило по намеченному плану. Судя по вашему лицу, господин Альбедо, пазл в вашей голове начинает складываться. Рейндотер давала вам подсказки, намеки на истинную суть мира. Но почему она не сказала мне прямо о том, что происходит? Она говорила, но только в определенном количестве витков. Вы приходили в ярость, поглотив всю информацию целиком. И это запускало цепочку событий, приводящих к смерти Тейвата. О, вы правы. Думаю, я должен объяснить саму концепцию витков. Каждый раз, когда Тейват оказывался на пороге смерти, когда люди гибли и задыхались от смрада, когда небо становилось темным от копоти и скорби, мне приходилось отматывать время назад, стирая все, что было дальше исходной точки, в которую я возвращал этот мир. Но разве это возможно? Насколько мне известно, подобные манипуляции возможны только при прямом взаимодействии с Ирминсулем. Причем Ирминсуль является лишь копией силы, с которой я некогда слился, хранилищем данных. И, к сожалению, теперь это любимая игрушка Селестии. Мы пытались избавиться от него в нескольких витках, чтобы ограничить доступ к нашим планам и действиям. Но позже поняли, что Селестия не в силах достать эту информацию. Это весьма радикальная мера. Вы правы. Иногда нам приходилось действовать радикально, чтобы понять, какой из методов будет эффективнее и спасет Тейват от смерти. Благодаря Дотору и его навыкам нам удалось установить достаточный уровень защиты, чтобы не подпускать Селестию к тем данным, которые мы хотели бы держать в секрете. И одним из наших главных секретов всегда были вы, мое дитя. Без вашего присутствия я не был бы способен обратить время вспять. Как я понял это? В первый раз я сделал это случайно, когда пытался защитить вас от свирепой атаки одичавшего Архонта. Вы были совсем юны, и я не хотел терять того, кто был для меня настолько драгоценен. Когда я попытался повторить фокус без вас, у меня не получилось.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды во время очередной моей попытки вы не пробрались ко мне в кабинет и не взяли меня за руку, чтобы поддержать. Так я понял, что отдал вам не только часть своей жизненной силы. Ты в порядке? Да, все это очень запутанно. Гораздо сложнее, чем я ожидал. Вы хотите сделать паузу? В таком случае я тоже готов продолжать. Верно. Каждый прыжок назад во времени позволяет учесть события, которые в итоге привели к краху. Поэтому есть те, кто застыл во времени. Те, кто обрек себя на то, чтобы помнить каждый миг страданий Тейвата. Мы называем себя пионерами. Название придумал не я. Его, как и концепцию сохранения единой команды для спасения мира, я позаимствовал у своего старого друга. Если мы двое важные фигуры в вашей игре, почему мы не помним о том, что было в предыдущих витках? Это хороший вопрос. Ранее у нас не было достаточного количества пионеров, чтобы обеспечить вашу безопасность. Вы, мое дитя, и господин Альбедо, ваш хранитель, должны быть спрятаны от глаз Селестии надежнее всего. Лучший способ спасти вас — подарить забвение. К счастью, начиная с этого витка, вы, если пожелаете, будете иметь возможность сохранить свои воспоминания. Вы находитесь в этом возрасте уже достаточно долго. Да, это наследственное. Как вы можете заметить, я выгляжу немногим старше вас. Большую часть времени после начала витка вы находитесь в глубоком сне. Здесь, в этой обители. Верно. Вот почему у тебя возникло ощущение домашнего уюта. Это так странно. Я нахожу это милым. Как только настает нужный момент, мы пробуждаем вас, задавая ложный набор воспоминаний. Да, и после этого происходит ваша встреча с Альбедо. Выходит... Поправьте меня, если я неправильно вас понял, господин Апокалипсис. Если мы вдвоем находимся здесь, значит, настал момент, когда необходимо обратить время вспять? Так и есть. Но где же небо, покрытое копотью и скорбью? В этот раз была допущена та же ошибка, которая запустила разрушение в прошлом витке. Поэтому нет смысла доводить Тейват до критической точки. Да, я могу объяснить. Ваш друг, Кей, занимает место сказителя среди предвестников Фатои. В предыдущих витках сказителем было другое создание. Кукла, которая стала помехой и угрозой. Поэтому было решено заменить его на надежного человека. В прошлом витке тот сказитель пытался совершить определенные манипуляции с Арминсулем. Мы решили, что это был единичный сбой, но он повторился и на этот раз. Он не был одним из пионеров. Так как предыдущий сказитель был созданием одного из архонтов, он не владел полной информацией. Мы не доверяли ему. И, видимо, зря надеялись на то, что он может быть полезен. Да, дитя мое,
Нет, все, кого вы знаете, не умрут. Время может убить только тогда, когда течет вперед. Мы же с вами возвращаемся назад. Это не смерть, а скорее второе рождение. У вас есть еще вопросы? У меня есть. Как скоро вы хотите запустить процесс? Так скоро, как только вы, Альбеда, будете готовы лечь в капсулу памяти. А вы, дитя мое, будете согласны начать. В таком случае я тоже готов. И я удивлен и восхищен вашей решимостью. Кэя, я здесь, Создатель. Проводишь господина Альбеда к его капсуле. С удовольствием. Тебе страшно? Тогда мне тоже нечего бояться. Пойдем. Мне еще нужно будет оповестить остальных пионеров. Не так я планировал закончить. Ничего. Пока будешь лежать в капсуле, твой мозг успеет усвоить информацию. Вам правда не страшно? Я так и знал. По всей видимости, тяга к самопожертвованию у вас. Действительно, в крови. Пойдемте со мной. Да, дитя мое. Мой парфюм. Он вам о чем-то напоминает? О каких снах? Детство, сливочные помадки и колыбельная. Да, это не было сном. Просто это было очень давно. Но я рад, что вы еще помните те моменты, которые мы делили с вами тогда. Мы пришли. Да, у вас отдельная капсула. Этот зал оборудован таким образом, чтобы концентрировать потоки элементальной энергии в одной точке. Выдержать такую силу способны только вы и я. Да, это вопрос безопасности других пионеров. Мы пройдем через этот процесс вместе. Точно так же, как делали уже 242 раза. Я помогу вам собраться. Нет, вы будете в капсуле одни. Прикосновение не обязательно. Мне просто нужно находиться близко к вам. Да, дитя мое. Да, конечно. Я могу спеть ту колыбельную. Ничего не бойтесь. Мы справимся. Всегда справлялись. Вы готовы? И я.
Спи, мой ангел, я с тобой. Ночь подарит нам покой. Лунный свет укроет сны. Их увидим только мы. Спи, мой ангел, мой родной. Звезды пляшут под луной, охраняя небосклон, чтобы сладкий был твой сон. Спасибо всем, кто поддерживает проект подпиской на Бусти. Создание видео занимает много времени и сил, и мне приятно видеть, что вы цените мой труд. Проект существует только благодаря вашим подпискам и донатам. Поэтому, если вы давно хотели это сделать, но ждали знак свыше, то вот он. Ссылку на мой Бусти вы можете найти в описании каждого ролика. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и рассказывать друзьям о моем творчестве. Все это очень помогает продвижению проекта. Берегите себя и будьте счастливы. Увидимся через неделю.